профессор Самарского университета Виталий Леонидович Лехциер. Виталий Леонидович является автором более 150 научных работ, опубликованных в таких изданиях, как «Логос», «Новое литературное обозрение», «Вопросы философии», «Социология власти», «Социологический журнал». Под его авторство написано 6 монографий, в том числе докторская диссертация, посвященная фенологическому анализу философской проблемы переходности. Виталий Леонидович также признанный поэт, автор 7 поэтических сборников и лауреат литературной премии Андрея Белого. Для нас на самом деле огромная радость услышать доклад Виталия Леонидовича «Поэзия как феноменология», поскольку именно Виталий Леонидович не только занимается теоретическим анализом, но и на практике реализует те феноменологические возможности, которые нам открывает поэзия. Большое спасибо, что вы согласились выступить с докладом. Я сразу, наверное, оговорю регламент. Мы планируем уложиться с учетом вопросов в рамках 1,5 часа. Я думаю, как вам угодно, но я думаю, что оптимальное время доклада, наверное, скорее час. Но в целом, как вам угодно, абсолютно. Тогда, если Можно начинать, да? Да, если вы готовы, можно представлять демонстрацию экрана. Готов вас слушать. Да, Николай, спасибо за и письмо ваше, и приглашение выступить на вашей лаборатории с той или иной темой, связанной с феноменологией. Вот я предложил действительно доклад или лекцию «Поэзия как феноменология». Она была, этот текст был опубликован уже вот в книжке «Поэзия и ее иное». Вышла она несколько лет назад. Это сборник статей о современной поэзии, за 20 лет написан. Но это одна из последних статей о современной поэзии, изначально опубликованной в журнале «Воздух». Ну, конечно, этой темой феноменологии поэзии я занимаюсь довольно давно, еще с кандидатской, потом вышла монография в 2000 году «Введение в феноменологию художественного опыта», и потом эта тема как-то пропала и вытеснилась другими темами, но в каком-то смысле назрела эта необходимость выстроить этот феноменологический фрейм современной поэзии, которого не хватает, несмотря на то, что в самой практике этого много, но вот как-то сделать обзор теоретически, более-менее систематически, особенно в русской поэзии и в русской литературной критике, в русской эстетике этого нет. Вот, несмотря на то, что в различных зарубежных иноязычных полях это в общем-то, уже давно такая конвенциональная область. Вот я об этом расскажу. Так, значит, тогда я сейчас включу презентацию. И там у меня слайдов немного, по-моему, 13 или 14, но мой как бы закадровый текст, он будет, конечно, объемнее. Вот. А на слайдах какие-то картинки вы увидите, потом там несколько текстов всего, потому что со слуха их очень сложно воспринимать. Вот, так давайте я включу, значит. Значит, я начну сразу с основного тезиса моего доклада. Поэтический опыт близок к опыту феноменолога, а современная поэзия родственна феноменологии по своим задачам. Вот это, собственно, основной тезис, который я буду показывать, там, отстаивать и так далее на протяжении доклада. И этот тезис, к сожалению, как я уже сказал, периодически выпадает из поля зрения литературных критиков и философов. Феноменологическое мышление работает в поэзии, иногда благодаря тому, что поэты читают труды по феноменологии, воодушевляются прочитанным, как произошло, например, с Чарльзом Олсоном, открывшим для себя в 1963 году феноменологию восприятия Мориса Мерло-Понти. Там примеры из американской поэзии, там этого очень много. Или Джорджем Опеном, который с 50-х годов зачитывался Мартином Хайдеггером
и начинают осмыслять, выстраивать свою поэтику с помощью феноменологического аппарата. Иногда поэты самостоятельно, вероятно, на фоне подспудных множественных влияний классической немецкой и французской феноменологии на культуру XX века, делают нечто удивительно похожее. Практикуют в стихах дескриптивную эдетику феноменов, обращает свой взгляд на конститутивную активность сознания, осуществляет экзистенциальную аналитику, наконец, решаются на социальную феноменологию, выявляя типичные структуры жизненного мира и документируя эффекты естественной установки как главной черты того когнитивного стиля, который свойственен повседневному мышлению. Вот о поэзии как социальной феноменологии я буду говорить ближе к концу лекции. В первой книге «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии», 13-й год, Гуссерль кратко высказался о пользе, цитирую, представления искусства, особенно поэзии, для феноменологического схватывания сущности, поскольку это схватывание предполагает практику вызывания в себе показательных деталей являющегося предмета. Это вызывание в себе, это тоже цитата из Гуссерля, свободного варьирования его фантазий, а в этом отношении по Гуссерлю нет ничего равного поэтическим произведениям. Цитирую. По богатству конкретных черт, по полноте мотивировок они высоко поднимаются над тем, что способна создавать наша собственная фантазия, а к тому же, благодаря захватывающей силе средств художественного воплощения, они, при условии понимающего их постижения, с особой легкостью переводятся в совершенно ясные представления фантазии. Более того, пишет Гуссерль, фикция составляет жизненный элемент феноменологии, как и всех эдетических дисциплин. А в известном, это конец цитаты, а в известном, часто цитируемом письме поэту Гуго фон Гофмансталю в январе 1907 года Гуссерль уравнивает чисто эстетическое отношение к объектам, которые он находит в текстах Гофмансталя, с феноменологическим методом, называет художников в таком расширительном смысле феноменологом, полагая, что художник, как и феноменолог, имеет дело не с миром, а с феноменом мира и безразличен к экзистенциальному статусу эстетического переживания объектов. Гуссерль нередко иллюстрировал приемы дескриптивной эдетики, проблематизируя сущность внешнего восприятия со всеми его нюансами и степенями ясности, например, сущность цвета, например, белизны, на примере бумаги, или сущность красного на примере шара. Эти примеры, как и сами задачи феноменологии, как эдетической дисциплины, дают право литературным критикам относить те или иные стихи, если в них видят подобную когнитивную работу, к полю феноменологической, а именно гуссерлианской поэзии. Вот. Пардон, я не перевернул слайд. Вот, значит, здесь это было. Вот классический пример такого рода, значит, вот отнесения, да, того или иного поэта к гуссерлианской поэзии. Такие примеры являются большое эссе К.Т. Хамбургер, значит, называется «Феноменологическая структура поэзии Рильке». Вы видите 66-й год, в котором поэзия Рильке трактуется как лирическая эпистемология, самостоятельный, параллельный Гуссерлю литературный проект возвращения к самим вещам. В частности, ну вот давайте я сначала дам вот этот кусочек стихотворения, потом вернусь обратно. К.Т. Хамбургер разбирает одно из таких знаменитых стихотворений Рильке, которое называется «Голубая гортензия» 2014 года. Я дал только, значит, в переводе Биска окончание его, можно прочитать. И как на старых письмах голубых, на них следы лиловых желтых пятен, как стиранный 100 раз когда-то синий передник детский, брошенный как хлам. Но вдруг в одном цветке, в преображенном сиянии, прошла по лепесткам живая синева в венце зеленом. У этого стихотворения много есть разных переводов, но
Я выбрал вот этот, потому что тут он наиболее как бы такой вот идентический, что называется. Так вот, Хамбургер полагает, что циания гортензии строится здесь таким образом, что его главным предметом этого описания становится цвет как таковой, вот голубизна, вот эта сущность голубизны или там сине-голубой гаммы такой сезановской, да, на него Сезанн влияние оказывал, интуирование которое происходит путем всматривания в детали цветка, значит, и метафорирование, ну, можно еще раз написать, вот, значит, еще раз повернуть и письма, выцветший передник детский, и, значит, вот цветок и так далее. То есть разные предметы, по-разному раскрывающие вот эту синеву. Так вот, вот она как бы создала, ну, один из таких парадигмальных, что ли, примеров такого рода понимания поэзии в контексте феноменологии, фенологической структуры поэзии Рильке. И надо сказать, что вот ее подход, он стал таким, ну что ли, полемическим и спорным, потому что кто-то к нему присоединяется, кто-то пытается его подкорректировать. Например, Люк Фишер в недавней книге «Поэт как феноменолог». Я, кстати, обращаю внимание, что Люк Фишер и поэт, и философ австралийский. Вообще, надо сказать, что вот эта тема очень часто обсуждается, анализируется людьми, которые являются одновременно и поэтами, и философами. Так вот, он разделяет позицию Хамбургера, он продолжает ее там, ну, представляя какие-то свои, или развивая ее, значит, намечая какие-то темы, холизма, объектной феноменологии вещи у Рильке и так далее, но в целом он согласен. А вместе с тем, значит, позиция Хамбургер корректируется, и вот с ней полемизирует, например, Анна Газа-Дифференси, это американская исследовательница, вот в этой книжке, да, кстати, Quotidian, это экстатическая повседневная, сама по себе очень интересная книжка. Так вот, она, ее полемика с Хамбургер, она как бы состоит в том, что нужно принимать во внимание специфику художественного сознания и поэтической феноменологии. С одной стороны, отличать ее от смысла философского проекта Гуссерля с другой. Она говорит о том, что при всей значимости, которой обладает вариация фантазии для феноменологического метода, все-таки нельзя упускать из виду его строго научные цели. И напротив, опасность свободной игры ассоциаций, затемнений, эквивокаций, о чем Гуссерль тоже писал, значит, что все феноменологические дескрипции должны совершаться в рамках ясности, это цитата его, и приводить в конечном итоге к дискурсивно и интуитивно однозначному схватыванию сущности. В поэзии же, в частности, у Рильке пишет Газа-Дифференси, схватывание сущности происходит не прямо, а косвенно, посредством метафоры и сопутствующей ей сложной образности, посредством языка, который не представляет, а провоцирует постижение. То, от чего в итоге отказывается философ-феноменолог, в феноменологической поэзии сохраняется и культивируется, пишет она. И она тоже разбирает голубую гортензию, любопытная, да, значит, и приходит к выводу, что в нем, в этом стихотворении, голубой цвет не извлекается и не схватывается сам по себе как тождественная сущность, как бы лишенная вот менее существенных каких-то там нюансов, ассоциаций и так далее, но сущность голубизны в этом стихотворении голубизны гортензии, да, неотделима от всей совокупности ее проявлений, от вещи, которая является голубой. Узнавание самого голубого происходит только в разнообразии его ассоциаций, а не в выделении его из каких-либо ассоциаций.
ассоциации не бессмысленны. Каждая из них несет в себе отзвук эмоциональной сущности этого голубого. Это пишет в газете Ференси. И в целом она, разделяя как бы вот точку зрения значит, на Рильке и многих других художников и поэтов 20 века, что вот они действительно осуществляют в своих произведениях филологическую редукцию. О филологической редукции внутри поэзии я еще поговорю чуть дальше. Приведу примеры. Значит, и что они переходят от наивного описания мира к анализу связи сознания мира, что Рильке вообще фиксировал даже там целым рядом понятий, что они пытаются нащупать структуры и формы первичного опыта мира, там, проблематизируют интернациональность и так далее, но все же при этом остаются в пределах именно литературной феноменологии, отличающейся от философской, косвенным характером рефлексивного постижения самих вещей. Ну, еще два слова про эту книгу. Книга вообще, вот, кстати, Кватидин имеет много плюсов. Она на фоне резкой критики повседневности во многих и литературно-критических, и философских работах, и вот установки на нерепрезентацию, такое субрепрезентативное поэтическое высказывание, невыразимое и так далее, она предлагает некую апологию повседневности и найти возможности для экстазиса, для трансценденции в самой повседневности. Вот. И это ее существенным образом отличает от очень многих работ. Она там рассматривает и Сартра, и Робbe-Грие, Франсиса Понжа, и прозу Рильке, кстати говоря, в том числе, показывая, что вот у всех этих авторов повседневность, ну, то есть она отставит мысль, что повседневность нуждается не только в критике, но и, значит, в оправдании, в таком внимательном, рефлексивном, дескриптивном, аналитическом отношении, что ли. Что именно в повседневности, там основа всех идеализаций и так далее. Значит, завидной книгой по выстраиванию масштабного контекста феноменологии поэзии является вот эта книга, которую вы видите на слайде. Это монография английского тоже поэта, философа и редактора Мэтью Карбери. Она называется «Феноменология и long poem во второй половине 20 века, в поэзии второй половины 20 века в Америке». Long poem я, с вашего позволения, оставлю без перевода. Ну, в буквальном смысле это как бы длинная поэма, но лучше это оставлять, потому что это очень специфический жанр. Он свойственен в основном как раз американской поэзии. Вот если вы меня спросите про русскую современную поэзию, я, может быть, два, там, ну, может быть, три примера приведу. Это очень специфический жанр. Это такие поэтические тексты, которые пишутся поэтами годами, иногда даже десятилетиями, разными частями публикуются, а потом собираются вот в этот, значит, в эту большую поэму. Так. И, как правило, подобные тексты основаны на принципе ну, такой вариативности, серийности. Вот, например, у Дюплесси я публиковал там переводы ее большого многолетнего проекта «Черновики», «Драфтс». Прям вот такой принцип как раз явленный. Так вот, Карбери создает целый контекст, большой, причем он, ну, в общем, он предлагает, я думаю, инновацию, потому что до сих пор о американской поэзии в контексте влияния на нее философии говорилось только про Уайтхеда в основном, то есть про прагматиков, там еще и Уайтхеда. А он, значит, вот в контексте феноменологии, он выделяет целую группу американских поэтов, чьи long poems представляют собой
феноменологические исследования в поэтической форме. Это прежде всего исследование процессуальности и незавершенности в конституировании смысла, интенциональных связей сознания-мир, аутентичного опыта восприятия, интерсубъективности и так далее. Ну, в частности, здесь вот упомянутый мной выше Чарльз Олсон, здесь Джордж Олпен тоже, Лин Хиджинян, Лесли Скалапина, Сьюзен Хау, Рэйчел Блау-Дюплесси, активно, в общем, пишущая и сейчас, и ряд других поэтов. Вот он находит в произведениях вы видите здесь на слайде, в произведениях этих поэтов, значит, он находит, прослеживает влияние философии Мартина Хайдеггера, Мориса Мерло-Понти, Мануэля Левинаса, Жака Деррида, фенологических некоторых тем Чарльза Пирса и так далее. Кстати, это не всегда сложно сделать, потому что, например, Дюплесси сама профессор, там очень много из этих поэтов-профессоров, они сами об этом пишут, вот, о том, кто там на них повлиял, разбираются, значит, в этих философских сочинениях. Вот, но он действительно создает контекст довольно большой и сам хорошо пишет, истолковывает, значит, тексты этих поэтов. Под влиянием философии на этих поэтов здесь понимается не просто применение тех или иных концепций или понятий, а преобразование мыслей философов-классиков, авторская работа на ее основе, разработка собственных условий для поэтического исследования. Я еще раз, значит, обращаю ваше внимание на слово «исследование», потому что фенологическая поэзия или поэзия в фенологическом фрейме – это исследовательская поэзия, да, поэзия, создающаяся на основе исследовательской установки. Значит, при этом в монографии Карбари речь идет как о тех текстах феноменологов, которые активно читаются поэтами, используются ими в целях обоснования своих эстетики и поэтики, ну, например, труды Хайдеггера для Опена, или книги Мориса Мерло-Понти для Блейзера, или Лин Хиджинян, очень любила Мориса Мерло-Понти, заразила этой любовью, кстати, вот нашего поэта Аркадия Драгомученко, так и о тех филологических сочинениях, которые задают дополнительный контекст для понимания проблематики long poem. Значит, теперь, что касается контекста русской поэзии. Вот мы видим, что и в немецкоязычной, и в англоязычной там этот контекст создан, и он как бы вот существует конвенциональный, да, он развивается и так далее. Вот что у нас? Значит, вот у нас подобный контекст еще предстоит выстроить. Вероятно, одним из первых, кто предложил координаты подобной оптики для российской поэзии, был Владислав Кулаков. Это известный критик, специалист по непоцензурной поэзии нашей, по конкретизму и так далее. В 2007 году в статье «Вот» Эрик Булатов и Всеволод Некрасов, которая была опубликована в журнале «Воздух», Кулаков связал поэтический визуальный объект «Вот», вот он слева, вы видите его на слайде, справа это уже Эрик Булатов включился, так сказать, визуальное стихотворение Некрасова, ну вот слева, да, в белом квадрате. Так вот, он связал вот этот поэтический визуальный объект «Вот», действительно являющийся символом и лозунгом эстетики Некрасова, ее конкретистско-речевой основы. Он связал с понятием Дазы Хайдеггера и включил «Вот» в открытый фрейм феноменологической философии, стремящейся выйти из тупиков субъектно-объектной, значит, концептуальности метафизики и гносеологии нового времени. При этом Кулаков различил феноменологические импликации классического авангарда и вот феноменологические задачи поставангарда, куда он относит и Всеволода Некрасова в частности.
вот одним из направлений этой второй, значит, ну, это, можно сказать, второй авангард, так тоже корректно сказать. В поэзии Кулаков считает ту критику оснований художественного мышления, которая совершается посредством указательной частицы «вот», и предъявляет жизненно-речевую ситуативность, вот, да, фактичность в качестве исходного или первичного поэтического опыта, остающегося таковым после всех очищений. То есть он понимает, что он трактует таким образом, что вот если мы все как бы конвенционально поэтическое вынесем за скобки, очистим, будем очищать, что останется? Останется вот это прямое, речевое, жизненно-речевая ситуативность. Да, вот, значит, ну, в этом пафос, конкретизм, вот, да, вот это и есть первичный поэтический опыт, остающийся после всех очищений. Это фенологическая работа, значит, по Кулакову. Ну, тут можно добавить, что вот это влияние Дазайн, значит, всей вот этой философии на некрасовское вот, конечно, не прямое. Значит, я не помню вопроса Некрасова, читал ли он Хайдеггера. Значит, и я ему тоже не задавал. Его мы как-то вот в тот момент не додумались спросить. Значит, но если верить Наталье Азаровой, она тоже поэтесса известная, и исследователь, значит, поэзии, она руководит Центром изучения всемирной поэзии в Институте языкознания, то это такое опосредованное влияние, уже она выделяет несколько типов влияния философии на поэзию, это опосредованное влияние, когда поэт заимствует термин не непосредственно там, из книжки какой-то философской, а из языка культуры, куда этот термин и какие-то связанные с ним коннотации попадают. Вот схожую мысль мы можем, или точнее, эту же мысль можем, например, увидеть на знаменитом стихотворении Геннадия Айги, которое называется «Здесь». Значит, тоже филологическое стихотворение, тоже наследующее Хайдеггеру, потому что там он проводит прямо онтологическое различие. Хотя сам Айги все время говорил, Геннадий Николаевич, что на него повлияла философия жизни, значит, философия жизни Ницше, прежде всего, да, это его любимый был философ и так далее, но стихотворение, понимаете, ты читаешь стихотворение здесь, как будто вот эта хайдеггеровская работа, это тоже такой же вот пример опосредованного влияния каких-то филологических сюжетов и понятий на поэтов. Значит, настоящим филологическим практикумом можно назвать искусство концептуализма. Филологический практикум – это мой термин, значит, но вот искусство концептуализма наверняка вам знакомое. Задача концептуализма – обратить сознание внутрь, сдернуть с самих вещей шелуху слов, обнажить скрытые в обычном режиме жизни состояния сознания. То есть фактически филологическая задача у концептуализма. Метод концептуализма предполагает как бы создание таких ситуаций, может быть, сказать, режиссирование таких ситуаций, постановка таких ситуаций, в которых феномены сами себя показывают. Значит, но мы видим подобную работу там в «Бытие времени» Хайдеггера, когда он тоже как бы режиссирует такие ситуации, где себя показывает, например, подручные, какие-то другие там экзистенциалы. Да? Так вот, значит, ну, я в подробности, нюансы филологической методологии вдаваться не буду. Значит, суть создания, еще раз, такой некой искусственной ситуации, в которой феномен может быть узнан. Для этого требуется определенный талант постановщика, сценариста или режиссера. Концептуализм как раз и есть бесконечное изобретение
таких ситуаций, в которых феномен выходит на авансцену. Ну, например, мы можем вспомнить, я, к сожалению, вот его не визуализировал, здесь тавтологичный объект Джозефа Кошета, известного, да, всемирного концептуалиста, на котором мы видим 5 светящихся, значит, оранжевым неоновым светом слов, образующих текст, 5 слов из оранжевого неона. И вот если в обычных конвенциональных знаках означающее не похоже на означаемое, мы автоматически проскакиваем акт означивания, пользуясь значением слов как их естественными неизменными атрибутами, то, значит, у Кошета 5 реальных неоновых слов, означающее, не обозначает ничего, кроме самих себя. 5 слов из оранжевого неона. Акт означивания совершает круг, означаемое оказывается тождественным означающему, и наоборот, означаемое становится означающим, поскольку отсылает к материальной основе текста, которая теперь превращается в означаемое. Значит, вот они, означаемое и означающее, постоянно меняются у Кошета местами, и тем самым мы как бы оказываемся втянутыми в непрерывную процедуру означивания саму по себе, выделенную в чистом виде намеренно пустым означающим. Вот этим 5 слов из оранжевого неона. Вообще пустые акции, пустые полотна, пустые действия, пустые фотографии – это постоянный прием концептуализма, он как раз для этого и придуман. И он позволяет увидеть в том числе аналитические акты сознания. Вот, в частности, одна из наших классических концептуалистских арт-групп «Коллективные действия», вот вы видите, значит, ее здесь на слайде, это 76-89 годы, 70-е, 70-е годы. Вот группа «Коллективные действия» практиковала подобные пустые акции, направленные на демонстрацию различных состояний сознания, их времени, их процессуальности. Например, благодаря акциям, структурированным как пустое ожидание, делалось видимым ожидание, как модус сознания. А также приводились к очевидности его этапы, например, этап чистого ожидания, затем этап ожидания предвосхищения и ожидания истолкования, потом этап свершившегося ожидания. Но как Андрей Монастырский, один из основателей этой группы, структурировал вот этот опыт ожидания. Да? Это все происходило на фоне вот этой, значит, перематывания веревки, люди там переходили туда-сюда для отвода глаз, да? Все ожидали, что должно произойти, а ничего не произошло. Совершилось само ожидание. Понимаете? Вот, значит, Андрей Монастырский, вот там цитата, значит, к вот этой книжке документации поездки за город. И он пишет в предисловии к этим поездкам за город, ну, как бы, он пишет такие пояснения, которые абсолютно релевантны феноменологии, феноменологической традиции. Вот я процитирую. «Можно обмануть восприятие», пишет он, то есть осуществить его, но потом дать понять, что в то время, когда все смотрели в одну сторону, главное событие происходило в совсем другом месте. В данном случае в сознании самих зрителей. То, что демонстрировалось, на самом деле было демонстрацией нашего восприятия, и ничем больше, ничего больше. Вот это чистое ожидание и есть то, что происходило на самом деле. Причем такое ожидание, которое совершилось. Ну, вот я вам говорил, что он там выделял 3 этапа ожидания. Совершилось. Произошло не то, что мы все ожидали, не какое-то конкретное событие, противопоставленное нам, а именно само ожидание совершилось и произошло. Это, конечно, это прямо феноменологический текст. Значит, не случайно в контексте
феноменологии сегодня начинают рассматривать творчество Дмитрия Александровича Пригова, которое, конечно, как вы, наверное, понимаете, насыщено множественными идеями. Пригов был такой гипертеоретизированием он занимался, да? Значит, методами, ну, и так далее, и так далее. И разные исследователи, там, и Липовецкий Марк, и Илья Кукулин и прочие, они выделяют довольно много контекстов релевантных творчеству Пригова. Мы также знаем, что сам Пригов любил употреблять термин «деконструкция» по отношению к своим стихам. Значит, который, в общем-то, тоже имеет фонологическое происхождение. Но я предлагаю, что для Пригова всегда было важным подчеркивать смысловую, языковую сконструированность нашего общего жизненного мира. Это феноменологический тезис Шуцебергера и Лукмана о социальном конструировании реальности. Он может быть просто использован в качестве одного из эпиграфов ко всему творчеству Пригова. Это социальное конструирование реальности, которое деконструировал, значит, Пригов, находясь в исследовательской установке и создавая тексты из исследовательской установки. Распространившийся как на предмет, то есть на вот эти смысловые конструкты первого и второго порядка, так и на способы высказывания. Постоянно курсировал между мирами опыта, транспонируя один в другой, как бы перформативно выстраивая феноменологическую антологию множественных миров, предлагая свои решения знаменитой джеймсовской проблемы, ставшей камнем преткновения в социальной феноменологии. Видимое и невидимое, голос и письмо, модус транзитивности, там, и так далее, соотношение этих объектов и одновременно средств художественной гносеологии Пригова обсуждает Михаил Ямпольский, значит, в том числе привлекая Мариона, Жан-Поль Сартра, ну и других авторов из феноменологической традиции. Философы-феноменологи делают сегодня акцент, когда речь идет о Пригове, на том, что Пригов эксплицирует конструкты первого порядка, то есть естественную установку. Ну вот, например, я здесь намеренно, значит, беру пример, который Георгий Чернавин приводит. Это текст «Такое», Пригова 99-го года. Но вы видите, значит, керосин – это жидкость такая, хлеб – это еда такая, человек – это существо такое. Вот это как раз такая как бы деконструкция самопонятного, да, вот этих повседневных конструктов первого порядка, ну, некоторых наших естественных совершенно структур повседневного мышления. Переделкино – это поселок такой, Коля – это из моего детства мальчик такой, смерть – это состояние, тело такое. Ну, там большой список, у Пригова такого рода текста достаточно много. И еще любопытный контекст феноменологический, связанный с Приговым, намечает Наталья Артеменко, которая рассматривает ну, вот эту знаменитую приговскую полисубъектность там, или ролевую поэзию, она по-разному называется, или новую искренность, деперсонализацию, имиджевую стратегию, это все, в принципе, это 80-е годы у Пригова, значит, как некоторую параллель, поэтическую параллель тому, что делал в это время Поль Рикер в философии, в своей феноменологической теории идентичности, диалектики самости и тождественности. Наташа выступала там даже с докладом.
на эту тему в Европе, тогда еще это вот можно было. Значит, и вот она говорит о том, что вот эти все нарративные идентичности, которые Пригов, и как бы ускользание от ну, какой-то одной идентичности, это прямо рикеровская работа только средствами поэзии. Рикеровская работа, она имеет в виду книгу Рикера «Я как другой». Тоже писал в 70-е годы, кстати говоря, какая-то общая проблематика. Вот, ну то есть это как бы тоже способ концептуализации Пригова в контексте филологического фрейма. Ямпольский тоже Михаил там в ряде работ уже подбрасывает какие-то в этом отношении сюжеты, в основном видимое и невидимое. Не буду я на этом сейчас останавливаться. Но вот что я бы хотел сказать, что феноменология в этом отношении обладает таким свойством, что ли, удивительным свойством универсального, если угодно, фундирования, универсального бэкграунда для разных полюсов русского поэтического авангарда. Вот с одной стороны мы видим Пригова, да, такой полюс концептуализма, а с другой стороны абсолютно фенологический тоже другой прямо полюс по отношению к Пригову – это поэзия Аркадия Драгомощенко. Вот это действительно, я хочу обратить ваше внимание, что это противостоящие эстетические системы у Пригова и Драгомощенко. Прямо противостоящие. Они как бы, соответственно, и относились друг к другу так. Но и там мы видим феноменологию работающую. Вот вообще поэзия Аркадия Драгомощенко наиболее выпукло показывает. Так, у меня здесь на слайде, стихотворение будет дальше. Наиболее выпукло показывает, как работает поэтическое мышление, уже пребывающее в трансцендентально редуцированной сфере. Как оно внимательно, по-гуссерлиански отслеживает самые разные наэтические акты, протекающие в сознании, как анализирует элементы зрения, опыт описания изолированного предмета. Это выражение Драгомощенко. Бесконечный поток агитаций и их интенциональных эффектов. Стихи Драгомощенко дают массу примеров подобного рода поэтической феноменологии и по своей детализации и масштабу сопоставимы с авторскими наборами тех философских дескрипций, перцептивного опыта которой находится в арсенале фенологической традиции. Рассмотрим только одно небольшое стихотворение, у него масса просто такого рода текстов, но вот это небольшое я взял, значит, из сборника Мишелания «Церемонии». Я его прочту. Надлежит пристально и неустанно в канун октября, не отрываясь, смотреть, как распадаются ткани, рвутся волокна времен, как испаряется сок, и, обломленный своей тяжестью, лист косо уходит из поля нашего зрения. Далее не проникнуть. Надлежит внимательно, не прибегая к словам, наблюдать, как дерево медлит, как оно умирает, а в зорких ветвях не находит убежища белки и птицы. Лицо следует тогда приблизить к мокрой коре и слушать последние отголоски, ловить их губами, на худой конец себе позволяя несколько слов. Вот это стихотворение. Это такой, во-первых, рафинированный феноменологический призыв. Начни созерцать дерево как саму вещь. Переходя от слов, не прибегая к словам, да, к чистому переживанию. При этом находясь в рефлексивной установке. Субъект стихотворения
исследует акт восприятия, выявляет соотношение в нем того, что мы можем видеть, и того, что мы можем только мыслить. Видимое и невидимое. Их переходы друг в друга, их хиазм. Воспользуемся термином Мерло-Понти из его последней книги «Видимое и невидимое», которую знал Драгомощенко и вот его коллега и подруга Лин Хиджинян. Значит, если сначала в стихотворении эти когитации переплетены, раз по ткани, рвущиеся волокна времен мы можем видеть, скорее всего, существенной примесью интеллигибельного, то испаряющийся сок, и тем более лист, уходящий с поля нашего зрения, мы видим. Затем констатируется предел зримого, далее не проникнуть. И наступает время для интеллигибельного. Дерево медлит, умирает. При том, что умозрительное здесь вменяется как предмет, в кавычках, наблюдения, надлежит наблюдать. Видимое и невидимое сталкиваются, проблематизируются, чтобы потом опять поменяться местами. Лицо приблизить к мокрой коре и переплестись в слушании и видении. В заключении стихотворения возвращается феноменологическая тема восприятия вопреки языку, чтобы на худой конец оправдать несколько слов. Оправдать исключительно как пойманные губами последние отголоски, то есть стихи, несущие в себе саму чистоту обретенного, концентрированного, перцептивного опыта, в котором уже нет разделения даже на субъект и объект, как это произошло в книжке «Видимое и невидимое» у Мерло-Понти. Феноменологическая редукция, приостановка нашей практической вовлеченности в мир, всех антифицирующих привычек, естественной веры в объективный порядок вещей, воображаемая аннигиляция предметного мира, то есть заключение его в скобки, проблематизация конститутивных структур сознания мира как горизонта нашего опыта, переход от наивно-объектной позиции к феноменологически рефлексивной установке, вот сам этот акт, поворот взгляда, могут становиться поэтическим сюжетом. То есть когда феноменологическая редукция становится поэтическим сюжетом, или сюжетом стихотворения. Ну, я вот два примера вам покажу. Наиболее такой, значит, ну, изначальный, что ли, вот я нашел у Ходосевича, я еще в первой монографии 20 лет читаю это стихотворение, если честно, которое называется «В городе ночью», его приписывают Ходосевичу, значит, но может Ходосевич, а может не Ходосевич, там, какой-нибудь немецкий поэт, потому что я обращаю ваше внимание вот на то, что красным в конце, то есть сначала идет перечисление предметного мира, тишина слагается, собачий лай, запах мокрых листьев и так далее, там моя дочурка спит, и в конце он вдруг делает вот этот неожиданный поворот. Но я не двигаюсь, даже не курю, чтобы не испортить тишину. А еще потому, что я стихотворец. Это значит, что в сущности у меня нет ни самовара, ни дочери, а есть только большое недоумение, которое называется мир. И мир отнимает у меня все время. Понимаете, все предметы исчезают, остается мир, как большой вопрос, как вот этот горизонт, да, технологический, проблематичный горизонт. Большое недоумение, которое называется миром, в кавычках его берет, и мир отнимает у меня все время. Причем он, понимаете, он вменяет это ведь, вот тут такой двусмысленный, это значит, что в сущности, то есть он, вот этот опыт поэта, сущность, в каком-то смысле поэтического опыта, находит вот в этом опыте мира, как недоумение, как вопроса. Понимаете, когда все предметы уходят, тут, конечно, есть большое перформативное противоречие, это очень интересный текст, потому что он де-факто, стихотворение слагается из вот этих всех предметов. Но в конце они все отрицаются. А потом мы начинаем читать, и мы видим снова, что оно опять из этих предметов. Вот это какое-то удивительное перформативное противоречие, которое заключено в этом стихотворении,
вводит нас тоже вот в какую-то суть той филологической редукции, которая здесь предлагается. И еще один пример более такого шутливого, что ли, игривого, почти детского стихотворения, но с серьезной проблематикой. Это стихотворение «Сущность» Сабгира. Кстати говоря, этот год Сабгира, будет издано его 1000-страничное собрание. Сейчас по многим городам проходят конференции в память Сабгира. Это Юрий Орлицкий значит, объявил годом Сабгира. И вот это стихотворение «Сущность» с философским названием. Белый свет не существует, он в сознании торжествует. Вот предмет. Дальше начинается аннигиляция предметности. Смотришь? Нет. Каждое мгновение – это пожирание. Стол растворился, ушел, от зеркала осталось ло, в книге ни одной строки, только чистые листы и знакомое лицо, ни начала, ни конца, а любимое лицо все равно, что нет лица, но, опять, что же остается, когда все исчезло? Остается карта сущности. Я видел карту, это в сущности слепое белое пятно. Слегка вибрирует оно. Карта сущности. Сознание. Понимаете, остается вот это чистое сознание, вибрирующее. Значит, белый свет не существует, он в сознании торжествует. Это фраза из Бергли, какого-то советского словаря, где Бергли был, вот этой фразы. То есть это почти цитата. Но я это стихотворение отношу к филологическому фрейму. Во-первых, Беркли как бы один из предшественников, понятное дело, феноменологии, но еще и по свидетельству некоторых коллег, вот тоже я у Сабгира это не спрашивал, а вот кто-то спрашивал, например, Данил Давыдов спрашивал, и, значит, по его свидетельству Сабгир любил Лосского. Читал Лосского, русского философа Лосского, который был, конечно, таким русским феноменологом. Он читал в Питерском императорском университете курс по интернационализму Гусарля. И у него учились, надо вам сказать, Друскин и Липавский, которые входили в круг чинарей, абериутов. И, в общем, я бы так сказал, что, видимо, именно Николаю Лосскому принадлежит честь, или как сказать, вот мы обязаны ему трансляцией немецкой феноменологии за пределы профессиональной философской среды в круг абериутов, в круг поэзии, а потом, значит, это потянется к следующему поколению, в том числе и к Сабгиру. У Хармса тоже довольно много стихов, где тоже происходит аннигиляция предметности. Все они там исчезают и так далее. Но Михаил Ямпольский считает, что здесь, наверное, следует сказать про Шпета, потому что Хармс читал Шпета. Он читал его книгу «Явление и смысл». И, значит, вот влияние Шпета. Но по вот целому ряду как бы свидетельств все-таки получается, что у Лосского каким-то образом оно... я даже не буду сейчас выстраивать там, чье влияние оказалось сильнее, Шпета или Лосского. Давайте договоримся, что и того, и другого, да, на русских поэтов, и вот их как бы фенологическую такую рефлексию. Но в данном случае у Сабгира очевидно, что это не только Беркли, про которого он читал там в советских словарях, но все-таки и феноменология Лосского как-то, значит, вот эти мотивы подталкивал, что ли, вот к подобной проблематике. Так, уже я извиняюсь. Сейчас я выключу.
Так, да. Вот, значит, я плавно приближаясь к концу лекции, надо сказать, что 10-е годы и 20-е годы многими нашими известными критиками литературными вообще трактуются как годы, в которые вот пришло молодое поколение поэтов, и оно совершает такой жест феноменологизации. То есть феноменология становится абсолютно релевантной, такой сознательной парадигмой для целого ряда молодых поэтов. Вот они здесь перечислены, вы видите, от Сафонова там, до Ани Родионовой из Нижнего. Она, кстати, сейчас в Вышке тоже в магистратуре. Евгения Суслова, ну и так далее. Причем тоже, значит, у этих авторов, особенно у Сафонова, там совершается фонологическая редукция, как бы приостанавливается, очень много усилий тратится на приостановку вот этих машин письма, да, инерции письма, с тем, чтобы вот остановить это и как бы возвратить опыт к исходным каким-то основаниям, проблематизировать, потому что вот это достигается сломом вот этих привычных синтаксических конструкций и так далее, и так далее. Но я должен сказать, что в современной поэзии очень силен вот этот объектив социальной феноменологии. То есть сегодняшняя поэзия, в буквальном смысле, там, да, сегодняшняя – это предыдущие годы, 10-е годы, значит, это социальная феноменология, идущая от Альфреда Шульца, это анализ интерсубъективных структур повседневного опыта, типизации другого и самотипизации гендерных, профессиональных классов, политических т.д. и т.п. Значит, это задействуется художественная эпистемологическая ценность биографического нарратива, отказ от метанарратива, в общем, фенологический анализ жизненного мира. Это очень широкое и очень сегментированное поле с бурной, значит, растительностью в виде множества имен и поэтик, которые нуждаются в релевантном картографировании. Я приведу только один пример, он может быть неожиданный, это поэзия Александра Бараша. Александр Бараш – это не молодой поэт, он старше меня, это очень хороший русский поэт, он живет в Израиле. Недавно вышла у него книга «Чистая радость» с моим предисловием, потому что я писал о Бараше вот в филологической перспективе как раз в этой статье «Поэзия как феноменология», ему это очень понравилось, он попросил из этого сделать предисловие к его новой книги «Чистая радость», потому что ну, ему оказалось очень близко рассмотрение его поэзии в контексте феноменологии, не в контексте какой-то просто обычной имманентной литературной поэтической традиции, а как бы включить вот в большой контекст вот этих философских идей, работы там, и прочее, прочее. Так вот, у Бараша и в книге «Образ жизни», предпоследней, вот в этой книжке «Чистая радость» с моим предисловием, у него там действительно очень много аналитизма. Он, во-первых, исследует опыт путешественника, Homo transitus, и он его именно исследует. То есть он исследует его историчность, он исследует его, значит, на разные там, ну вот я сопоставляю Бараша, его свидетельства, его дескрипции с тем, что о путешественнике современном «Взгляд туриста», да, есть такая работа у Ури, социолога, или у Баумана, что пишут они. Вот мне кажется, он находится в таком заочном диалоге, как поэт-феноменолог, с теми, кто нивелирует опыт современного туриста. Он оппонирует им, показывая сложность этого опыта и вскрывая его какие-то структуры. Вот. И также он, значит, анализирует. Одна из филологических тем Бараша – это тема памяти. Он прямо анализирует то, что прямым текстом, значит, что мы помним, отделяет от того, что мы знаем. Биографическая
детерминация нашего опыта восприятия, потому что у Шутца есть, да, понятие биографическая ситуация, достаточно важное, и он фактически показывает, он все время анализирует опыт перцепции, то есть он, где бы он там ни был, ему напоминает это какие-то его московские из детства воспоминания, и он рефлексирует это обстоятельство. Понимаете, он не просто описывает этот опыт, он его постоянно рефлексирует. И более того, чистая радость – это такая апология рефлексии. То есть он прямо, это манифест, он пишет, что радость состоит в рефлексии, понимаете, в рефлексивной установке. Вот он предлагает нам поэтические тексты, но вот я, к сожалению, их сюда не выписал, значит, вот эта рефлексия, которая является как бы и смыслом существования, и смыслом поэтического опыта по Александру Брашу. Ну вот это если про него кратко. В принципе, так, у нас сейчас 3 часа, я закончил. Да, наверное, я закончу. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Виталий Леонидович, за доклад. Я думаю, всем очень понравилось, и я надеюсь, что у многих возникли вопросы. Вот я вижу, Диана Эдиковна уже хочет задать, видимо, вопрос или уточнение. Хлопает. Есть вопрос у Даниила Волкова. Да, здравствуйте. Простите, меня слышно сейчас? Да. Да, хорошо. Во-первых, спасибо вам огромное за доклад. Было просто потрясающе. Не знаю, мне безумно понравилось. Я думаю, что все как бы разделят мои впечатления. Правда, было очень круто. Вот, я хотел сказать, ну, в общем, одно, наверное, просто прибавление, которое, ну, мне кажется, довольно важным касательно вот одного конкретного поэта, даже полутора конкретных поэтов. Еще одно уточнение, которое я бы хотел просто, может, как-то именно как вопрос. Ну, первое уточнение про полтора поэта. Мне кажется, очень важно, если говорить про феноменологическую перспективу, из поэтов 20 века Херберта назвать, потому что Херберт, у него же буквально были все эти сборники, Збигнев Херберт, я имею в виду, «Сомнения господина Когита», «Господин Когита размышляет» и так далее. То есть тут, ну, это даже, скажем так, не скрытная игра, а просто уже совершенно открытое то, что, чем поэт занимается. И в связи с этим человек, который, ну, как мне кажется, у нас из того, что я, в всяком случае, читал в русской традиции, подвергся наибольшему влиянию Херберта, это Сергей Завьялов, у которого были новые размышления господина Когита, но у него даже и без этих новых размышлений были стихи о поэме Парменида, ультра-хайдеггеровские, где его там какое-то путешествие автомобильное просто становится такой картой чтения парменидовской поэмы, вот, и одновременно с этим там картой, естественно, судьбы бытия в хайдеггеровском духе. Вот, то есть мне кажется, что вот Херберт и Завьялов это такие, ну, в общем, очень во многом такие, да, хайдеггерианцы, которые, в общем, этот как трансформировали. А вопрос мой следующий. Вот вы говорили про то, что это феноменология в поэзии должна рассматриваться как исследование. То есть это довольно важно, что это именно исследовательский проект, такой же, как проект феноменолога, когда он что-то исследует. И, соответственно, вот с этим у меня вопрос. А не можем ли помыслить это так, что, ну, просто мне это представляется, ну, довольно, довольно продуктивно, может быть, помыслить это таким образом, что поэт не открывает, не исследует какую-то область, а конструирует ее. То есть он конструирует некоторую область опыта, которая для него не существовала, например, да, чем, мне кажется, часто занимается талантливый поэт. И эту конструируемую область, во время ее конструкции он ее и исследует. То есть это такая, ну, может быть, конструктивная феноменология, какая-то феноменология конструирования. Вот. Было бы интересно услышать ваш комментарий. Еще раз спасибо огромное за потрясающий доклад. Большое спасибо. Спасибо вам, да, за этот комментарий. Конечно, я, ну, не всех поэтов там 20 века называла, которые имеют к этой традиции отношения, но
самый известный пример, наверное, это Пауль Целан, самый хайдеггерианский поэт в 20 веке, там вокруг отношений Целана и Хайдеггера тут есть целая литература, и, в общем, это отдельный как бы сюжет, безусловно. Я, честно говоря, упустил из внимания Херберта, надо будет посмотреть. Что касается Сергея Завьялова, мы знакомы. Полгода назад я там даже выступал, про него рассказывал, но, правда, про документальные или документалистские некоторые стратегии в рамках, значит, его поэзии. Вот каких-то фенологических, ну, как бы очевидно, фенологических текстов я не помню. То есть надо будет посмотреть еще вот про Парменид, где вы говорили. То есть они философские, безусловно. И, ну, вообще он человек образованный, там много у него всяких коннотаций. Но вот насколько они сами являются опытом, то, что фенология, которая говорит, это все-таки вот сам этот опыт дескрипции, такой сущности, сам этот опыт, осуществляемый опыт, значит, этих описаний, рефлексий и так далее, что является самым ценным. Надо посмотреть, спасибо, значит, за наводку. Может быть, стоит его включить тоже в той или ином виде. Что касается конструкции или репрезентации, вы знаете, это вечная тема. Вот реально. Являются ли экспликации Гусserля конструкции? Или хайдеггерианские? Ведь это тоже вопрос к природе рефлексии. Если мы считаем, что рефлексия – это модус сознания, что она не конструирует вот как бы вторым порядком то, что она рефлексирует, а все-таки выявляет, как бы эксплицирует, то тогда конструктивная феноменология – это в каком-то смысле деревянное железо. Но, возможно, здесь есть интересные ходы именно для описания некоторых направлений вот современной поэзии русской, потому что действительно есть авторы, вот, например, та же Женя Суслова, там, или Анна Родионова, они очень сильные конструктивисты. Вот они, понимаете, чтобы добраться до каких-то, вот чтобы сломать эти поэтические машины и добраться до каких-то исходных очевидностей, они выстраивают громадные конструкции. Ну, действительно, выстраивают конструкции, сквозь которые, причем это не только вот вербальные, они еще и визуальные конструкции, очень сложно продираться. И да, там действительно есть место и вот такой исследовательской рефлексии, и в то же время работающей, что ли, на нее какой-то конструктивистской мысли и вот этих навыков. То есть, да, наверное, можно будет это интересное замечание вот посмотреть о сочетании вот этого конструкции репрезентации в поэтиках конкретных авторов, которые к этому фрейму относятся и которые были отнесены справедливо, на самом деле, Сашей Скиданом и там, другими авторами. Вот я говорю про молодых. В общем, тоже спасибо за замечание. Подумаем. Спасибо огромное за ответ. Также Дмитрий хочет задать вопрос. Пожалуйста. Сейчас я сделаю так, чтобы меня было видно и слышно примерно. Я вот что хотел сказать или спросить. Вот замечательно, мне кажется, с одной стороны, то, что вот некоторые поэты имеют философское образование и учились у замечательных философов, но мне все-таки кажется, что поэзия, она немножко о другом, что излишняя рефлексия, она поэту может скорее мешать. Потому что поэт, он изначально, мне кажется, стоит ближе, извиняюсь за каламбур, к изначальному, то есть к истокам бытия. Вот философ без рефлексии невозможен, а поэт не только возможен, мне кажется, некоторое отсутствие рефлексии ему просто необходимо. Вот такая вот история из жизни. Я был на вечере Гондлевского в Институте, и вот у него было стихотворение, вот кусочек из него я его нашел все-таки. Никто, ни Киркегор, ни Бубер не объяснят мне ничего, не объяснят мне для чего, с какой, не растолкуют
Кстати, и то сказать, с какой такой я жил, но дальше можно не продолжать. То есть никто не растолкует, вот зачем и для чего я жил. Я вот его спросил, ну там была пара вопросов, вот как сейчас у нас. Я его спросил, а почему вы выбрали именно Кierkegaard и Бубера? Ну я подразумевал то, что и тот философы не зацикливались, основная их тема была вот отношение я и ты. На что Сергей Гондлевский мне ответил: вы знаете, я просто вспомнил все имена философов и подумал, кто из них лучше ложится в рифму. Вот это вот, на мой взгляд, такое правильное поэтическое, ну, по крайней мере, частично правильное поэтическое отношение поэта к философам и к их системам. Вот это вот отсутствие рефлексии, о котором я говорил. Ну, собственно, все. Спасибо. Ну, честно говоря, я тут даже не знаю, что отвечать. Понимаете, ну, я не сужу с позиции правильного, неправильного, нормативного, ненормативного, и, в общем, не советую никому. Поэзия разная. Разная. Вот это правильная позиция. Гондлевского я, конечно, знаю, он вполне такой конвенциональный, традиционный поэт. Вот, и поэтому не случайно, что у него такая позиция. Но вот я вам советую почитать Бадью, французского философа. У него есть замечательная работа «Век поэтов», где он говорит о том, что даже когда философы отошли вот от этой темы бытия, ее подхватили поэты. Значит, Маларме, Рильке, Тракль и так далее. И он доводит «Век поэтов», до кого бы вы думали, он доводит его до Геннадия Николаевича Айги. Сначала он открывает Целан, конечно, и так далее. То есть это поэзия, которая мыслит. Понимаете, поэзии, начиная с Платона, отказывали в мышлении, считая, что поэзия вот должна заниматься чувствами, ля-ля-ля, непосредственностью и так далее. Но вот эти великие поэты, значит, Рильке, да, там же, они мыслили. Они мыслили. Но и мы видим, какое количество поэтов, кому интересно это. Вот возьмите Введенского, возьмите Хармса, ну вот наших берегут. Ну и где Гондлевский рядом с ними? Понимаете, ну как бы тут многоточие. При том, что Гондлевский хороший поэт, но он хороший такой конвенциональный, традиционный поэт. Но есть просто более сложная поэзия, которая, значит, вот предлагает более сложные вещи читателю, который хочет не просто эмоционально зарядиться там от поэзии, а хочет думать и анализировать. И здесь поэзия встраивается вот в эти рефлексивные работы, которые протекают и в современной науке, и в современной философии. То есть, понимаете, это продолжение философии поэтическими средствами. Она встраивается в очень много значимых гетерогенных контекстов. То есть я просто предлагаю, чтобы разойтись, исходить из того, что поэзия может быть разной. В том числе и вот такое, потому что все эти имена, которые я называл, и еще столько же можно назвать, это великие имена. И еще вот есть руки. Спасибо большое за ваш ответ. Наверное, предоставим возможность задать вопрос Майе Софии. Спасибо большое за доклад, Виталий Леонидович. У меня вопрос про язык. Исходя из вашего доклада, можно сделать вывод, что поэтический язык очень много может дать для феноменологического исследования. Но в то же время современные академические исследования по феноменологии, в том числе поэзии, производятся на таком строгом академическом языке. И у меня к вам вопрос. Как вы думаете, как вы считаете, какие есть возможности в современных реалиях интеграции этого поэтического языка и строгого академического дискурса? То есть, например, у нас есть еще какой-то пример там, в виде Хайдеггера или
похожих авторов, где мы можем представить такие немного поэтические элементы в философском языке. Что касается, например, поэтического языка, может ли там поэт вовлекать какой-то инструментарий строгий, феноменологический, на ваш взгляд? Что это могло бы дать, и, может быть, кто-то делает, и я просто не знаю об этом. Ну, Хайдеггер там, да, это тоже такая своеобразная литература. Мы знаем, что Хайдеггер писал стихи. Это интересный вопрос. Я просто пытаюсь понять, откуда возникает или может возникнуть, скажем так, необходимость сочетать вот эти дискурсы. Тут суть в том состоит, что строгой фенологией, как строгой наукой о том или ином предмете, с одной стороны, а с другой стороны, вот этой рефлексии в рамках поэтического текста, философ, соответственно, и поэт могут делать одно дело. То есть они могут исследовать вот какой-то опыт. И в этом смысле они могут, помогать, что ли, друг другу. Потому что, как вы понимаете, феноменология – это же не тоже индивидуальное дело. Это коллективное дело, это коллективное исследование опыта, верифицируемое исследование опыта. Саулюс Гениусс, такой известный феноменолог сегодня, он из Гонконга, Америки, вот он об этом в методологии, там в ряде своих работ очень, пишет интересно. И в этом смысле тут это, как сказать, диалог поэта и философа, это, то есть они делают одно дело, но разными средствами, помогая друг другу, помогая именно в исследовании опыта. Для этого нет необходимости философу вдруг начать поэтизировать. Он может применять какую-то цитату поэтическую, вставлять. И, кстати говоря, такое происходит. Вот я вам говорил пример Артеменко, когда она исследовала Рикера и обратилась к приговору, да? Значит, поэт действительно может, это целая поэтика, вот у Наташи Азарова об этом есть, вставлять философские понятия. Понятна релевантность философского понятия здесь. Она для всей феноменологии, там, как Ландгребе пишет, что это такая одно из ключевых понятий, или понятие мира, например. Да? И мы знаем такие поэтические тексты, которые, вот особенно у Дюплесси, у современных американских поэтов, там читаешь, бац, вставляется какая-то вставка из философского текста, значит, какое-то понятие, еще сноска. Там есть действительно, то есть поэты склонны гибридизировать вот, свои тексты и внутрь поэтических текстов вставлять какие-то фрагменты научных текстов, понятия, и даже вот визуально это может выглядеть там со сносками, как научный текст. Да? Обратных примеров я не очень помню, потому что, как правило, это все пишется для конвенциональных публикаций, где это, конечно, не примется во внимание. Но вот если мы возьмем какую-нибудь встречу, диалог, значит, семинар, где будет сидеть философ и поэт, то вот в этом совместном разговоре их вокруг там какого-то конкретного текста мы увидим переплетение, действительно, такое живое, что ли, переплетение, рефлексивное переплетение вот этих разных дискуссий. Вот. Но вопрос интересный. Тоже стоит подумать над ним. Спасибо. Давайте предоставим еще возможность задать вопрос Михаилу, может быть, реплику. Да, большое спасибо за доклад. У меня вопрос, как раз касающийся фигуры Лоскова и той роли, которая следует из доклада за Лоским. То, что он открыл этой неофициальной литературе, этой неофициальной поэзии, по сути, немецкую феноменологию. Вопрос заключается, в 60-е годы, например, абориутов, по сути, не знали. То есть это уже чуть позже, в 70-е годы появляется
И как бы можно ли проследить эту нить заимствования именно от абориутов до шестидесятников, и тогда бы можно было говорить о том, что у Аранзона, например, вот Мальва, вот Мак, это название феноменологическое вот как раз оттуда, от Лосского. Или скорее вот именно в 60-е годы встречавшиеся такие феноменологические вещи, в основном у Аранзона, например, да у того же Айди, когда в 60-е годы, как я понимаю, еще феноменологию в открытом доступе не могли читать. Вот скорее можно ли говорить о том, что это скорее какая-то общая, какие-то общие места, общее знание о философии, конкретно немецкой феноменологии, или это вот конкретные заимствования? И еще один уточняющий вопрос, когда речь шла о Сабгире, в какое время он полюбил Лосского? Вот такой вот момент. То есть знал ли он Лосского в 60-е годы? Да, да. Да? Хотя вопрос ему... Вот надо уточнить у Давыдова, потому что вопрос-то он ему задавал позже. Но я могу вот что сказать, что я вот это отмечал в лекции, что, конечно, там и у Айги, и у Некрасова, и у Сабгира, и там каких-то других авторов, об Аранзоне я не думал вот в этом ключе. Конечно, вот эти не заимствования, что ли, а эти мотивы, скажем так, и сюжеты, они не в результате непосредственного чтения этих текстов, по крайней мере, чтобы это утверждать, но нужно какую-то такую очень... историко-литературную отдельную работу провести. Вот Лосского мы точно знаем, что он читал, что он об этом говорил. Ну, что читал Всеволод Некрасов, я примерно знаю. То, что там Геннадий Николаевич, с которым тоже общался, читал Ницше, я тоже знаю. Но вот читал ли он Хайдгера, я уже не помню. Честно говоря, вот, к сожалению, не задал этот вопрос. Но я могу сказать, что, значит, эти авторы, несмотря на то, что вот эти абериуты действительно не были, ну что ли так, в рамках филологии, не изучались, неизвестно, это верно, но для них все-таки они были. То есть вот для внутренней традиции вот этой русской неподцензурной литературы, это авторы, перечисленные все оттуда, они все-таки знали и читали, понимаете, Введенского, и Хармса, и Друскина, кстати, и так далее, и думали над этими проблемами. Вот. И именно поэтому мы в 60-е годы видим вот, ну, в общем, такой всплеск, что ли, вот в рамках русской неподцензурной литературы такого рода тем. Вот. Но вот говорить это в таком историко-литературном ключе, более-менее ответственно, я бы сейчас не решился, потому что вот это отношение между первым авангардом и вторым, историко-литературная тема, тут, наверное, историк литературы скажет больше. Вот. Но преемственность была, то есть они все-таки читали друг друга, ну, в смысле, вот второй авангард читал первый авангард, даже хранили там некоторые тексты. Ну и из какого-то общего контекста культуры, вот как Азарова говорит, они черпали вот эти философские контексты, мотивы и так далее. Чаще всего. Да, спасибо большое. Ну, получается... как историко-литературный вопрос, это интересно. Да, еще такое дополнение, что как-то... Ну, в моем представлении уже вот окончательно вошла эта немецкая феноменология в андеграундную поэзию с Горичевой. То есть, именно она, как казалось, одна из первых занималась расширенно феноменологией на философском факультете ЛГУ.
И именно она, пришедшая в Сайгон в 1967 году, навскидку, сама Горичева, как я понимаю, не помнит точно, она пишет 20-21 год, когда мне был. Вот, с этого момента, ну, на мой взгляд, можно отмерять уже, когда основательно входит. Но вот с Лоским можно проследить, я думаю, раннюю как бы хронологию вхождения. Вот так. Спасибо. Вы имеете в виду, что Горич именно немецкой, не французской, потому что все-таки она там и французской писала много, да? Горичева, она в совершенстве, да, знала немецкий, и, собственно, да, она занималась как раз, ну, она писала диплом по Хайдеггеру, и она очень много об этом говорит. В том же «Про et contra», «Про et contra» Хайдеггер, в интервью с Горичевой она как раз рассказывает об этом периоде. Вот. И она как раз занималась феноменологией, она пересказывала Гуссерля, она пересказывала Хайдеггера, и в «Сумерках Сайгона» ее именно так и запомнили, как человека, который пересказывал Хайдеггера, Гуссерля, Кierкегора. Спасибо за дополнение. Предлагаю далее предоставить слово Светлане Мишаиловне, Диане Эдиковне, и потом, наверное, будем потихоньку стремиться к завершению. Да, спасибо большое. Времени действительно осталось мало. Виталий Леонидович, огромное спасибо за доклад. И я хотела бы, наверное, может быть, больше просто для себя какие-то вычленить, ну, более четко для себя понять вот то, что вы очень хорошо и последовательно обозначили как исследовательскую поэзию. У меня вопрос в этой связи такого плана возникает. Вот как здесь можно было бы расставить акценты в взаимоотношениях поэта, философа, и я бы сюда подключила еще читателя, того, кто воспринимает поэзию, не будучи профессиональным исследователем. Вот исследовательская поэзия – это поэзия, которая принципиальным образом конструирует определенный взгляд, вот в данном случае феноменологический, на реальность. Насколько я поняла, вы постоянно и очень четко говорите о том, что эти люди читают, эти люди знают, они рефлексируют философские тексты и так далее. Или есть некий контекст, да, внутри которого поэзия возникает. Но может ли эта поэзия быть спонтанной, что ли, вот как бы творческим актом, не связанным именно с конструкцией, не связанной с исследовательским проектом, но неожиданным образом для философа оказаться вот репрезентацией феноменологического метода. Но вот это вот вопрос, как что соотносится, или здесь может быть разрыв какой-то в этой связке. И второй вопрос у меня вот чисто как у воспринимающего поэзию. Вот великолепное это стихотворение «Голубая гортензия», и у меня она вызывает совершенно, может быть, иное восприятие, нежели то, ну, вот, которое феноменолог предлагает в качестве восприятия, что это разговор о чистоте, ну, о чистом цвете, да, вот о цвете во всех его оттенках, проявлениях и трансформациях. У меня восприятие, знаете, совсем другое, потому что для меня здесь главный образ – это детский передник. Детский передник 100 раз застиранный у меня вызывает как бы жуткую тоску и какую-то очень такую трагическую ассоциацию, потому что, ну, 100 раз застиранный детский передник говорит о его частотном использовании ребенком, да, что как-то не вяжется, да, с ощущением детства. И вот я уже как просто совсем не исследователь, а вот человек, который какими-то там фибрами воспринимает, я сразу ухожу, ну, вот, наверное, в экзистенциальную какую-то ситуацию. Хотя ясно, что это великолепный, просто филигранный разговор о всех возможных проявлениях цвета. Вот у меня как бы вот такого рода вопрос. Спасибо большое. Извините, что длинный такой получился. Так, у вас фактически два же, да, вопроса получилось. Но тут... по первому вопросу я
вы спрашиваете про исследовательскую поэзию. Исследовательская поэзия, конечно, не ограничивается вот этим филологическим фреймом. Очень много исследований исследовательской линии в поэзии связано с документальной поэзией. Я об этом отдельно пишу, когда поэт становится этнографом, социологом фактически, тоже занимается исследованиями. Ну, очень много примеров. Сейчас это фактически тренд. Или он там копается в исторических документах. Потому что, понимаете, поэт сегодня – это не только поэт. Уже давно. Он еще и, например, профессор истории, он еще и социолог, понимаете, он еще и философ. И поэтому поэзия – это вот часть его исследовательской работы. Конечно, эта поэзия не спонтанная, но если понимать под этим какую-то там, я даже не знаю, что это, старая мифология поэзии, как к Платону восходящая, как какого-то такого бессознательного, спонтанного творчества и так далее. Момент спонтанности и момент только спонтанности, безусловно, есть. Но он реализуется всегда вместе все-таки вот с этой рефлексивной и аналитической работой и задачами, которые ставит поэт. Понимаете, все зависит от задач. Вот вы совершенно справедливо сказали, что вы прочитали эту гортензию, голубую гортензию иначе. Абсолютно каждый имеет право читать ее так, как хочет. Гамбургер попыталась выявить задачу Рильке. Понимаете, задачу. Какие задачи он ставил себе. И мы видим, какие задачи ставят вот те поэты, которых я называл. Вот они хотят выявить незавершенность письма, процессуальность письма, например. Значит, или там, как Бараш, там он хочет разобраться в структурах собственного воспоминания, как оно работает и так далее. То есть это на уровне задач. Вот. Другое дело, получилось, не получилось, там 5-10, и воспринимать мы можем, конечно, ну, каждый читатель может воспринимать как угодно, но мне важно как раз, что вот именно задача, которую ставит перед собой поэт. Там от Рильке и Маларме, ну, который прямо писал об этих задачах, до современных авторов. Коллеги, давайте еще передадим слово Диане Эдиковне и будем закругляться. Мы как бы и так выходим из регламента, уже вышли. Я тогда коротко. Виталий Леонидович, огромнейшее спасибо. Я какое-то колоссальное удовольствие получила от вашего чудесного доклада. К сожалению, большинство героев были неизвестны, но теперь я к ним непременно прибегну. У меня такой, может быть, немножко иссушающий вопрос, но можно ли, то есть уместно ли и проводите ли вы, если это уместно, различия между теми поэтами, которые, не знаю, уместно ли, так сказать, осознанно феноменологически, ну, то есть осознанно применяющие феноменологию, то есть просто знающие, когда-либо что-то читавшие философского и потом применяющие это в своем поэтическом творчестве, и на тех, которые это делают спонтанно. То есть вот уместно ли так делить? И если уместно, то, например, мне показалось, я, конечно, никакого исследования не проводила, но мне показалось, что, наверное, тех поэтов, которые читали философские тексты и знакомы с феноменологией, я буду чувствовать в их поэзии лучше и больше отблесков феноменологической рефлексии, чем у так называемых спонтанных. Вот. И второй вопрос, я хотела еще просто вас спросить, можно ли, вот вы бы сами о Хармсе сказали бы, как о литераторе, не совсем поэте, конечно, который тоже чувствует феноменологическую тематику? Или вот вы просто его не упомянули, это как получилось, или вы его специально не упомянули? Спасибо большое. Хармса? Да. Нет, я же упомянул, что он читал Шпета «Явление и смысл». И Шпет на него повлиял. То есть там понятие предмета, которое у Хармса в разных текстах, оно вполне фенологическое. И вот эта тема, но он не говорит редукция, но помните вот это мыр стихотворение, это прям проблема того, может ли, ну это текст, точнее, не стихотворение, там, может ли быть у нас опыт мира. Или не может он у нас быть. То есть там, ну, очевидно, что есть вот эти филологические мотивы. Но ваш вопрос, вот, наверное, мне нужно было в лекции
это сказать более четко, и Мэтью Карбери. И вот Наташа Азарова, они действительно разделяют тех поэтов, которые прямо читают философов. Надо сказать, что их очень много, потому что вообще 20 век, понимаете, там поэты читают философов, философы читают поэты, все друг друга читают. Тут уже даже, да, а уж особенно, значит, вот если мы возьмем предыдущие там 2-3 десятилетия. И переводит, кстати говоря. Да. Но и Карбери, и Наташа говорит о том, что есть поэты, которые вот занимаются тем же, но не прямо под воздействием вот прочитанного там Хайдеггера, да, или Гуссерля, а вот они приходят к этой же проблематике, значит, вот как бы из общей интеллектуальной ситуации в культуре и создают такие параллельные фенологические, фактические проекты, как бы черпая вот эту проблематику из того же самого, из того же самого котла, из которого ее черпал и Хайдеггер, и Гуссерль. Вот. Но вот про Гамбургер, про Рильке пишет именно в этом, что это параллельный проект лирической эпистемологии, что там Сезанн влиял, а не Гуссерль, но это гуссерлевская, говорит она, но параллельный, да, проект. Мы не увидим ссылок у Рильке на Гуссерля. Но это один контекст вот этой немецкой, значит, культуры, где... Ну, а как так получилось, да, что вот Гуссерль и Гофмансталь фактически говорят одни слова? Потому что вот, ну, какой-то общий контекст культуры, идейный контекст, интеллектуальный контекст оказался в то время, да, в нулевые годы, в десятые годы. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за ваш комментарий. Я думаю, нам уже, простите, Дмитрий, за то, что не даю вам возможность еще раз высказаться. Мы уже крайне вышли из нашего регламента. Хотелось бы сказать большое спасибо в первую очередь Виталию Леонидовичу за доклад, предоставленный, вызвал у всех бурное обсуждение, бурный восторг. Спасибо участникам обсуждений и огромное спасибо слушателям. Спасибо. Спасибо, коллеги, за заинтересованные вопросы, за эту беседу.